Привет всем, кого заинтересовала данная тема. Это видео о том, как начать пчеловодство, как создать пасеку с нуля, на что необходимо обратить внимание. Я уверен, что это видео будет первым в моем плейлисте, который потом перерастет в определенные курсы для начинающих пчеловодов. Я туда добавлю какие-то видео, которые у меня уже есть на определенные тематики, и сниму много новых видео. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, добро пожаловать. Меня зовут Виктор, канал Медовик. И просто так в двух словах невозможно объяснить, как начать, что начать, с чего начать. Поэтому прежде всего в этом видео я расскажу о некоторых аспектах, которые многие забывают. И сразу же для тех, кто задумывается только о том, возможно заняться пчелами, а может быть, а вот сосед занимается и так далее. И подразумевает пчел прежде всего как бизнес. Я хочу сразу же отмести определенную составляющую. Если у вас есть деньги, и вы хотите их вложить в какой-то бизнес, какой-то проект, куда-то вложить, потратиться с умом, чтобы потом это вам принесло определенную прибыль, то я бы вам рассоветовал заниматься пчеловодством и сразу же вкладывать большие деньги в то, чтобы заняться пчелами. Единственное исключение составляет тот момент, если это ваше жгучее желание, вы представляете, о чем идет речь, и просто хотите. Вот хочу, и есть деньги, и вот именно этим хочу. Тогда добро пожаловать в ряды пчеловодов. Если вы просто ничего не знаете о пчелах, ничего не знаете об этом деле, и просто вот хотите вложить деньги, я скажу, забегая наперед, это будет мое следующее видео, я разложу все по полочкам, сколько будет стоить для вас конкретно заняться пчелами, заняться бизнесом, и какой ожидаемый доход вы можете получить в первый, второй и последующие годы. Но единственный коротенький совет: лучше переключиться на какую-то другую тему, потому что есть множество недостатков, которые могут вас разуверить в теме бизнеса. Это большие вложения, которые необходимы сразу же на старте. Они, в принципе, везде, да, нужны, но это довольно большие суммы, которые сразу в первый год никогда в жизни не окупятся. И окупятся они с такими ценами, которые есть сейчас, возможно, только через 3, а может быть и 5 лет. Все зависит от того, от суммы вложения и от того, насколько другие факторы, о которых мы скажем и в этом видео, и следующих, будут сопутствовать вашему бизнесу. Здесь очень много рисков, они есть в любом бизнесе, но здесь есть такие риски, в которые вы можете, если вы абсолютно ничего не знаете, совершенно потерять всю пасеку даже в первый год, к сожалению. Итак, предисловие и по бизнесу как варианту я сказал. Первый пункт, с которого мне хотелось бы начать это видео тематически, это прежде всего реакция на яд. Мало кто об этом говорит, мало кто дает такие советы, но я хочу вас предостеречь. Дело в том, что пчелы — это опасный живой организм, опасное насекомое. Опасно оно тем, что даже самые мирные, дружелюбные пчелы все равно могут ужалить вас или членов вашей семьи. Реакцию на яд необходимо бы проверить сразу, потому что если у вас есть определенная аллергия, аллергическая реакция, которая может привести к анафилактическому шоку и в случае несвоевременного оказания помощи даже смерти, или же такая ситуация может быть у кого-то из ваших родственников, то, соответственно, вы можете потратиться, закупить оборудование даже на 1 улей или 2, и потом придете к выводу, что это не ваше и заниматься нельзя. Конечно, можно одеваться как-то там еще, но поверьте моему опыту, даже в одежде бывает такое, что все равно пчелы где-то находятся с вами. Бывает, там ранней весной куда-то перевозил пчелы в машине, потом еще где-то на себе на одежде домой заносишь и так далее. То есть такого, чтобы вот вообще пчела к тебе не дотронулась, такого не бывает. Бывает, осмотришь всю пасеку и ни одна тебя не ужалила. Такое тоже бывает. Поэтому в любом случае нужно знать реакцию на организм. Если это обычное покраснение, припухлость, то это хорошо и даже полезно в ряде случаев. Если это жуткая реакция с отечностью гортани, с отечностью дыхательных путей, то, конечно же, здесь скорее всего, что этим заниматься довольно-таки опасно для жизни. Кроме того, что нужно знать реакцию на яд ваших родных, близких, также есть нюансы по соседям. Это еще один пункт, о котором, наверное, во вторую очередь нужно сказать, сразу же переходя логически к соседям, потому что локация, где вы хотите обзавестись пчелами, куда вы хотите поставить ульи. Если это межа с соседями, раз, соседи 2, соседи 3, может быть даже соседи 4, и даже через 2 дома, все возможно. Когда у вас определенная масса пчел, больше даже 2 ульев, уже это такое количество, которое может где-то разлетаться, находиться, где-то брать воду, там могут быть маленькие дети.
взрослые люди, а также люди с аллергией. Понятно, что никто не заводит себе пасеку, предварительно обследовав весь район вокруг, взяв медицинские справки, заключения о том, что у них у всех все в порядке. Поэтому, если вы решили держать пчел на приусадебном участке чисто для себя, там, как обычно все начинают, пару ульев для себя, я так чисто поиграться, то, конечно, если вы поставите 2 улья, я думаю, особых проблем не будет, никто из соседей ничего не скажет. Но если это будет уже 20-30 семей, даже, наверное, от 10, то проблемы могут быть. Вопрос не только в агрессивности пчел, но еще и в других нюансах, когда пчела может лететь, особенно сейчас весной, ослабленная после зимы, идет интенсивный отход пчел, может просто лететь, где-то упасть кому-то за шиворот, упасть кому-то на ладонь, на шляпу, на лицо, еще куда-то. То есть пчелы будут в определенной местности, в районе вокруг вас. Поэтому важно, чтобы соседи прежде всего были не говнистые, не скандальные, чтобы это были нормальные люди, которые будут с пониманием относиться к вашему новому хобби или даже бизнесу. Так вот, здесь нюанс есть такой: сработать на опережение, когда вы заведете пчел, предположительно в мае, купите пчелопакеты или семьи. Кстати, на эту тему у меня есть отдельное видео, я его прикрепляю здесь, внизу, с чего начать, пчелопакет, рой поймать или же купить полноценную семью, вы можете его посмотреть. Уже оно готово, пару лет назад снимал. Так вот, вопрос именно с соседями. С мая начали, уже там медочек пойдет в июне месяце, и в середине июня где-то вы первый мед сможете откачать, ну, при благоприятных условиях. И в таком случае уже сразу начинайте работать на опережение. Сразу прошлись по соседям, хотя бы по пол-литра меда, если у вас там совсем мало, дайте по баночке, по литровой баночке, угостите, обязательно забросьте. То есть человек, который сначала поел меда, а потом его ужалила ваша пчела, он уже все-таки будет не так громко кричать на вас, жаловаться, потому что вы уже подсластили. Обязательно всегда нужно соседей всех угощать, обязательно. Тогда они будут к вашему делу относиться с пониманием. У меня вот есть соседи по диагонали, вот я насчитал 3, а вот тут 4, там 5, короче, вот есть. Говорит, ох, у тебя, говорит, и пчелы летают. Я говорю, что злые? Да нет, ну, говорит, ну, короче, побаивается бабушка пчелок. Вот. Но по агрессии пчел тоже много нюансов. Бывают более агрессивные, менее агрессивные, совсем не агрессивные. И даже если вы начнете с совсем не агрессивных, я уже сказал, ужаление все равно может быть при осмотре и так далее. И еще один немаловажный нюанс по локации. Дело в том, что когда вы у себя в огороде поставите пару ульев, все нормально. Но когда вы захотите развиваться больше, или вы планируете сразу бизнес организовывать и сразу начинать, есть люди, которые, ну, у меня много очень знакомых, много консультируются, спрашивают и так далее. Есть люди, которые сразу хотят 50, 60, 100 семей, а я вот начну, а я вот, говорят, ну, у меня есть деньги, я хочу. Да не вопрос, есть деньги, хочешь, это самые главные 2 составляющие. Можешь себе позволить, пожалуйста, занимайся. Поэтому если вы хотите именно сразу вот так организовать, здесь нужно учитывать один важный нюанс. Локация ваша. Во-первых, первый нюанс, если много семей, соседи, все дела, об этом мы все сказали, однозначно вам нужно иметь в виду, что вам необходимо для пасеки место. 2 улья расставили в стороны или там 10, ну 2 улья, я имею в виду там до 10-15 семей еще можно расставиться. Но начиная от 20 семей уже сложновато просто так взять, там поставить их и заниматься на одном месте, потому что могут быть другие нюансы по локации. И вот здесь, когда мы уже переходим от соседей непосредственно к тому, с чем будут работать ваши пчелы. Бывает такое, что у человека есть деньги, есть желание, есть место, где поставить пчел, но совершенно нет пчелам никакой кормовой базы. Медоносная база, кормовая база – это то, что необходимо для содержания пасеки. Поэтому вам необходимо обязательно посмотреть то место, где вы хотите начать пчеловодство, где оно находится на карте. Либо же вы хорошо его знаете местность, берете от места, где вы находитесь, где будет стоять ваш первый улей, и меряете линейкой в карте расстояние 2 километра. Ну, 2,5, максимум 3, но лучше 2 километра, 2-2,5 километра от вашего места, чтобы обязательно было какое-то поле, хотя бы поле, лес, луг, какая-то роща, где может быть цветущие кустарники, деревья, травы, разнотравье,
Желательно самый такой беспроигрышный вариант – это черта города, заканчивается и начинаются поля. Это очень хорошее место для организации пасеки. Плохо, когда у вас город, и вы находитесь в центре города, и вот эти 2,5 километра, они ни в одну из сторон не выходят за черту города на какое-то поле. Тогда у вас будет скудный медосбор, и все, что вы сможете собрать, это вот то, что цветет в городе. Пчелы могут быть хорошо обеспечены весной пыльцой с цветущих садов. У нас полно всяких садов, даже абрикос, диких деревьев. Там они себе насобирают весной, обязательно что-то соберут. Орешники различные и так далее. Бывает, повезло, когда находится где-то акациевая роща, парк, и там акация есть, и человек находится в центре города, но при этом кушает свой собственный акациевый мед, чистейший, прекрасный и самый замечательный, ну, как по мне он очень нравится. Вот. А бывает, что вообще ничего нет, и тогда задумываешься о том, что и как. То есть, чем будут питаться пчелы и что они соберут, то есть, что вы сможете вообще для себя позволить. Следующий момент по поводу размещения. Бывает такое, что вы стали, посмотрели, вроде бы как окраина города, все нормально. Или же в селе пасеку, где-то за чертой города, в полях, село небольшое и вокруг поля, это вообще идеальное место. Тогда там есть разновозрастные растения, культуры высаживают разные. Одни цветут весной, другие дают позже летом и так далее. Тогда вы будете однозначно с медом, и пчелы ваши не будут голодать. Исключения могут составить засушливые сезоны и так далее. По локации, если вы находитесь дома, вам проще с водой. Пчелам обязательно нужна вода, и дома на приусадебном участке с водой нет проблем. Если есть ручей, с того хуже, но тоже неплохо. А вот если бывают такие места, где реально ни одного водоема нет, начинаются там какие-то лужи, бассейны, случайные помойки, корыта и всякие отходы, нечистоты животных, вот это уже очень плохой вариант для пчел. Соответственно, если у вас локация где-то за чертой города и там нет воды, то вам придется воду туда привозить. Есть такие тачки, пасеки, куда пчеловоды время от времени, когда проверяют пасеку, они обязательно привозят с собой воду, даже там по 50, по 100 литров, разные объемы. И даже из-за того, чтобы напоить пчел, специально ездят на пасеку для того, чтобы привезти воды. Следующий момент по локации очень важный, немаловажный, который начинающие пчеловоды или не знающие ничего об этом деле люди не учитывают. Я всегда его называю так: концентрация семей на квадратный километр. То есть это количество семей ваших и соседских. Вполне возможно такое, что у кого-то еще есть пчелы. Перед тем, как завести пчелу у себя дома, но если, опять же, 2 семьи, реально 2 семьи, 2-4 семьи, вообще не о чем переживать. Просто взяли и попробовали. Получилось, не получилось, принесли, не принесли, дальше уже смотрите. Либо это будет пару семей мед для себя, в качестве которого вы уверены, либо же дальше вы начнете развивать эту тему. Это самый идеальный вариант, когда взяли и попробовали, без долгих каких-то размышлений. И вот здесь вот очень важный момент для тех людей, которые сразу хотят 20, 30, 40 и больше семей. Нужно знать концентрацию семей на квадратный километр. То есть, что может случиться? Вот эта крышка, представим, что это определенный радиус действия ваших пчел. Вы находитесь в центре. Но здесь, здесь, здесь и здесь есть еще пчеловоды. И у них 90 семей, 120 и так далее. Суть в том, что ваши пчелы не смогут конкурировать с пчелами того, кто находится ближе к полю. Пока ваши долетят, его пчелы уже там все выберут. Или же другой момент, если вы станете у него на пути, он будет недополучать меда, может там тоже обижаться и все такое, типа, где ты взялся, выезжай куда-то. Ситуации бывают очень разные. Но суть даже не в конфликтности, не в том, что чьи-то пчелы доберут, чьи-то не доберут меда. Суть в другом. Вы сегодня завели себе 5 семей, у вас все хорошо, прекрасно, вы собрали с каждой семьи 50 килограмм меда, как минимум, как начинающий, с мая, причем все супер. Вы берете на следующий год, делаете 10 семей, тоже все хорошо. Потом думаете, все, занимаюсь. Берете еще плюс 20 семей, и на те 30 семей вы собираете то же самое общее суммарное количество меда, которое у вас было на 10 семей. Почему так произошло? Потому что вокруг вас медоносная база. Она может выделять определенное количество нектара на гектар, килограмм на гектар. И если ваши пчелы могут это все забрать,
то, соответственно, большее количество пчел соберет все то же самое, то есть большего количества нектара не будет. Причем есть еще года благоприятные и неблагоприятные, когда ваши 10 семей тоже могут собрать в разы меньше. А есть ситуации, когда могут собрать и больше. Поэтому если вы вот так просто взяли, увеличили пасеку, либо же поставили ее там, где и так уже концентрация большая, рядом есть пчеловоды, которые занимаются этим же делом, то вы можете просто поделить весь нектар, который в этой округе, на всех вот этих вот пчел. И, соответственно, и у них показатели упадут, и вы тоже много чего не получите. То есть на медоносную базу нужно уделять особое внимание, как бы вы ни занимались. Ну, если там для себя 2 семьи, вопросов нет. Если вы действительно хотите собрать определенное количество меда для определенных целей, то обязательно нужно учитывать медоносную базу. Какой есть выход из этой ситуации? Это кочевка. Что такое кочевка? Это взяли семьи, погрузили на прицеп или в какой-то автомобиль и увезли их на определенное расстояние. Привезли к полям, где предварительно договорились о том, что там можно стать, оформили это, возможно, даже как-то документально, и там уже стоите. После того, как вы переехали, вы там накочевали, собрали определенное количество меда, приехали домой, уже его выкачиваете. Вот такой способ кочевки, он дает самые большие показатели по меду, потому что вы везете пчел непосредственно к медоносу, в непосредственную близость и непосредственное нахождение к определенному медоносу. То есть у вас уже не будет различного меда, какая-то пчелка полетела, собрала нектар с акации, какая-то с рапса и все остальное, еще какая-то принесла разнотравье, и получается букет. Вы сможете тогда конкретно разделять. Этот мед у вас гречишный, на гречку выехали, этот мед у вас там подсолнух и так далее. Еще один немаловажный момент – это юридическая составляющая. Пасеку необходимо оформить, зарегистрировать, получить соответствующие документы, разрешения и все остальное, сдавать анализы. Так должно быть. Если вы просто хотите 2 семьи для себя, без всякой регистрации, ну, попробовать можно, но в дальнейшем все равно необходимо понимать, что такая деятельность должна быть обязательно юридически оформлена. Тогда вы состоите в определенной, либо, ну, не ассоциации, какой-то группе местных пчеловодов. У вас есть группа, в которой вас будут оповещать о обработке полей, то есть тогда вы осведомлены о том, что происходит вокруг вас, и, соответственно, нет угрозы того, что могут быть внезапные потравы, вы будете предупреждены о том, что в вашем районе вблизи обрабатывается поле и так далее. То есть вот такие вот различные моменты. Также различные другие предложения могут поступать вам от аграриев, например, опыление садов, опыление каких-то полей, культур и всего остального. Ну, это уже, опять же, по желанию, но вообще это считается обязательным. Пока что нет такого, что увидели ульи, подошли, спросили, есть ли документы, но я думаю, что все равно, в принципе, к этому все придет, потому что все узаконивается, каждая деятельность должна обязательно быть учтена, не только потому, что нужны какие-то налоги с вас. У нас, кстати, налоги с пчеловодства там, по-моему, до 500 тысяч гривен не облагаются налогом. Но нюанс как раз именно в том, что просто необходимо знать количество семей, количество меда, потому что 10 семьями вы можете уже определенный товарный мед давать на рынок. Поэтому, соответственно, необходима регистрация для статистики. По общим вопросам, которые касаются того именно, что необходимо учесть для начала, на сегодня все. В следующем видео я расскажу о системах ульев, какие необходимо выбрать, лучше подобрать или стационар, или кочевая пасека. И в следующих видео также сделаем расчет, сколько необходимо оборудования, скажем, там на 10 семей. Вы сможете эти цифры поделить на 1 улей или умножить на 2, 3 и так далее, смотря сколько чего вы хотите получить. Мы рассчитаем расходную часть, сколько сейчас будет в 2026 году стоить заняться пчеловодством в Украине. И также, конечно же, посчитаем какую-то прибыль, которая может из этого у вас выйти. Соответственно, уже будем подбирать оборудование и говорить непосредственно о том, как конкретно начать, какие первые шаги. Надеюсь, этим видео я никого не разуверил, а только вдохновил, поэтому будем дальше продолжать заниматься пчеловодством вместе. Но мой такой главный совет: обязательно прочтите книгу о пчеловодстве, хорошую книгу. У меня они есть в телеграм-группе, вы можете зайти, там есть много бесплатных книг, почитать 1, 2, 3, несколько из них, для того, чтобы иметь общее представление о том, как устроены пчелы, как они живут, и вообще, если вы ничего об этом не знаете. На этом все. Спасибо за внимание. Всем мира, здоровья, всем пока.